Швейная фабрика сшила партию пиджаков на месяц раньше срока. Товар готов, лежит на складе, а клиент заплатит только через месяц, как в договоре. Деньги уже заморожены в этих пиджаках. На материал под следующий, новый заказ, в кассе денег нет. Компания получила кассовый разрыв. На столе у такого директора лежат два документа от бухгалтерии. Первый – финансовый отчет за квартал, в котором прибыль есть. Рентабельность 8%. Все выглядит нормально на бумаге. А второй документ – выписка по счету из банка, в котором денег нет. Зарплату платить нечем, поставщику материала должны уже 2 месяца. Оба документа про одну и ту же компанию, оба правдивы. Как такое вообще возможно? Разберем прямо сейчас в этом ролике. Это не ошибка в финансовом учете и не мошенничество финансиста. Это структурный управленческий разрыв между тем, как производственная компания считает деньги, и тем, как они реально движутся в операционной деятельности этой компании. Стандартный финотчет считается по методу начисления при закрытии итогов месяца. Отгрузили продукцию, выручка появилась в 1С и списаны все расходы по заказам валово, которые уехали к клиентам. Не важно, что деньги еще не пришли на счет по заказам. Не важно, что материалы под следующий заказ уже куплены и лежат на складе или в производстве как незавершенка. В итоге отчет в 1С показывает прибыль, а директор видит другой факт. Деньги есть только на бумаге. Реальный кэш – ноль или вообще минус. У компании долги по многим оплатам. Добавьте к этому производственную специфику. Заказ у вас выполняется 3 месяца и больше. Все это время вы тратите на материалы, зарплату, электроэнергию, налоги. А выручку в 1С проведут только по факту отгрузки. И расходы по этому заказу спишут в отчете той же проводкой, так и в то же время. Реальный финансовый результат по договору вы увидите только на выходе, когда продукция уже уедет к клиенту. А что происходит все эти месяцы до отгрузки? Продукция, которая уже сделана, но еще не уехала со склада, оседает в незавершенке, вместе с реальным финансовым результатом месяца, который эта продукция в себе несет. Вы просто не видите, он спрятан внутри НЗП. Строго говоря, это остатки готовой продукции, а не незавершенка. Незавершенка – то, что еще физически в цехе, но деньги одинаково заморожены и там, и там. Мало кто ведет помесячный план-факт по НЗП и по каждому заказу отдельно. В подавляющем большинстве компании бюджет доходов и расходов закрывает раз в месяц и валово. Посчитали, сколько купили материалов, сколько заплатили за электроэнергию, сколько ушло на зарплату. И все одной строкой на всю компанию, без разбивки ни по заказам, ни по артикулам. В итоге никто не может сказать, какой конкретно договор или какая продукция приносит компании прибыль, а какая тянет наоборот в убыток. Общий валовый итог за месяц может быть в плюсе, а внутри него есть заказы, которые съедают всю вашу маржу, которую заработали остальные заказы. Просто это не видно, потому что расходы считают не по каждому заказу отдельно, а суммарно по всей компании. Понимаю, почему так. Удобнее. Валовый учет – это там порядок меньше работы для бухгалтерии и финансовой службы. Но для управления бизнесом такой учет бесполезен. Он показывает, что происходит с компанией в целом, и не показывает, где именно теряются деньги, на каких заказах. Управлять нужно в двух срезах. По каждому заказу отдельно и суммарно по компании, а не только валовым методом, как сейчас делает большинство бухгалтерий и финансовых служб. Или обратная ситуация. Получили крупный аванс, в общем отчете компании по БДДС все красиво, деньги есть. А это пока еще чужие деньги, обязательства перед клиентом по определенному договору. Потратили их на другой заказ, и через 3 месяца у вас кассовый разрыв по этому заказу, на который реально приходили эти авансовые платежи. По заказного учета кэша тоже редко где бывает, а значит нет и основы для правильных управленческих решений. Когда собственник видит, что финансовые отчеты не совпадают с реальностью, он начинает требовать еще больше отчетов, их детализацию, расшифровки, нанимает еще одного финансиста или бухгалтера. Это не решает его проблему, потому что проблема не в качестве данных. Проблема в том, что производственный план, план закупок и финансовый план живут в 3 разных таблицах и никак не связаны между собой. 3 плана, 3 разных реальности в компании. Финансист считает от начислений факты отгрузки. Производственник считает от заказов и норма часов. Снабженец от потребностей в материалах без привязки к циклу производства. 3 правды. И ни одна из них не дает полную картину реального состояния дел в компании. Еще одна типичная реакция руководителей. Срочно нужна автоматизация. Купим ERP и будет нам счастье. Это нас точно спасет. ERP покупает, данные вводят вручную и с ошибками. Отчеты снова врут. Только теперь еще и дорого врут. В автоматизацию уже вложены миллионы рублей. А почему не работают IT-инструменты? Потому что вы автоматизировали хаос. И он только ускорился. Посмотрите, кстати, мой ролик про ERP-системы. Ссылка вверху на экране, чтобы не допустить подобных ошибок в своем бизнесе при автоматизации.
Решение есть, и это не новый отчет. Решение интеграция трех планов через жизненный цикл продукта. Вот 4 шага, с которых стоит начать. Шаг первый. Операционный план производства. Не что планируем сделать, а когда конкретно начнем каждый заказ и когда его отгрузим. С датами, с объемами, с привязкой к конкретным ресурсам, оборудование, сотрудники и материалы. Через технологические процессы с нормочасами. Шаг второй. План закупок и платежей поставщикам. Из операционного плана производства у вас автоматически следует план снабжения. Что покупаем, когда покупаем и сколько. Этот план снабжения жестко связан и интегрирован с производством и технологическими потоками. Он даст вам реальные сроки оплаты за ТМЦ без заморозки денег и реальные сроки поставки материалов в производство. Шаг третий. Интеграция плана производства, отгрузки и БДДС. Это бюджет движения денежных средств. Мы не гадаем, как обычно, а будет ли оплата и когда придут деньги от клиента, а из плана производства делаем план отгрузки, и от плана отгрузки четко получаем график оплаты для нашего БДДС, учитывая, конечно, требования доходных договоров с клиентами. Шаг четвертый. Управление незавершенкой. Незавершенное производство – это деньги, вложенные в продукцию, которая еще не стала выручкой. Когда вы видите объем НЗП в деньгах и динамику его роста или снижения, вы управляете реальным денежным потоком, а не бухгалтерскими начислениями в 1С. А чтобы управлять НЗП, не оторванным от реальности в производстве, мы интегрируем план производства с БДР и считаем по заказанной по всем статьям расходов на основе реального учета исполнения плана производства, а не в отдельно оторванном от производства отчете в 1С, который ведут в основном по валовому методу и по своим правилам финансисты. Без обид, уважаемые финансисты и бухгалтеры, отношусь ко всем вам с уважением. Посмотрите мой ролик про финансовый хаос в компаниях, ссылка вверху на экране. Заметьте, ни один из этих шагов не требует ERP или сложной автоматизации. Все это можно вначале сделать на базе Excel. Главное увязать производственные процессы с финансами, а этой связи у большинства компаний просто нет. Финотчеты врут не потому, что финансисты плохие. Они врут потому, что построены отдельно от производства. Соедините три плана через жизненный цикл продукта, и картина станет честной и ясной для руководителей. Если хотите разобраться, где у вас разрыв между реальными деньгами и финансовыми отчетами или разрыв между производством, БДР и БДС, напишите слово «разобор» мне в Telegram. Посмотрим вашу конкретную ситуацию. Также провожу полную диагностику управленческих процессов в компании. При необходимости проектирую и внедряю архитектуру управления под ваш бизнес, чтобы вы наконец занялись стратегией, финансами, а не беготней в цехах. Подписывайтесь на мой YouTube канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике.